Здесь в воскресенье вообще ничего не работает. В субботу выводят из равновесия, скажем так, прям, не знаю, до 2, до 3 ночи. Мешают спать, орут просто, они просто орут, понимаете, они выходят и во всю улицу кричат. Скажи, пожалуйста, вот эта штука называется, и говорит, предоставьте, пожалуйста, ваш номер ДНИ. Цены меняются каждый день, стеллажи этого мата и 2-3 пачки чая. Посмотрите, это ж просто ужас. И они по всей квартире у меня, то есть не в одной комнате, видите. Друзья, всем привет! Сегодня я решил записать такое видео, рассказать вам о 10 самых удивительных для меня фактов за почти 8 месяцев жизни в Аргентине. Вот, сейчас вам расскажу и постараюсь показать все, что меня как бы повергает в шок, либо просто удивляет. Я думаю, что вам будет интересно. Это не в каждой стране происходит, это не в каждой стране есть. Но вот в Аргентине есть огромное количество интересных нюансов, моментов, которые я выяснил за 8 месяцев жизни здесь. Поэтому поехали. Кстати, хотел сказать по поводу режима работы. То, что удивило, здесь в воскресенье вообще ничего не работает. В субботу все закрыто после 2 часов, насколько я помню. Да, после 2 часов вы тоже ни один магазинчик не попадете, там только какие-то вот эти киоски могут работать. Все остальное закрыто. А в будние дни у них, по-моему, режим работы начинается там с 8-9 часов и заканчивается там часа в 2, и у них идет около 3-4 часов это сиеста. Кто не знает, что такое сиеста, вот в испаноговорящих странах сиеста – это типа перерыв для сна, у них есть такой. Вот. И открываются они где-то в районе 6 часов, работают еще пару часов и все. Ну, по сути, очень мало времени они работают в течение дня. Если посчитать, там, может, часов 7-8 получается от силы. Еще есть нюансы, которые немножко выводят из равновесия, скажем так. Это ночные осады у аргентинцев. Они часто любят, может быть, не каждые выходные, конечно, но частенько бывает такое, что они могут выйти во двор, да, там общий двор есть жилого дома, и устраивать вот эти вот ночные осады, прям, не знаю, до 2, до 3 ночи. Мешает спать. Тоже не часто, но немного напрягает этот момент. Вот. С этим тоже можно только мириться. Так шумно. Вот с этим можно тоже только мириться. Я не думаю, что как-то можно выйти и сказать, ребята, мы тут спать хотим. Я думаю, что они понимают это, просто вот особенности, культурные особенности такие. Да, еще, кстати, аргентинский футбол тоже из этого же вытекает. Очень шумно, аргентинцы любят футбол. Понятно, что одна из самых футбольных стран, там Бразилия, Аргентина. Вообще люди с ума сходят по футболу. И когда играет их любимая команда, особенно когда она забивает голы, просто с ума сходят люди. Орут просто, они просто орут, понимаете? Они выходят и во всю улицу кричат, и даже иногда перекликиваются с кем-то. Какая замечательная погода сегодня, не жарко. Кстати, хотел рассказать про свое пончо. Смотрите, ребята, вот эта штука, покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. Вот эта штука называется пончо, и оно аргентинское. Чем оно отличается от мексиканского? Все знают, мексиканское пончо, оно такое треугольное обычно, а здесь оно, видите, квадратное. Купил себе, чтобы просто не замерзнуть, потому что сейчас начинается уже зимний период, да, сейчас осень вовсю, но зима не за горами, и здесь тоже бывает прохладно, поэтому пончо как атрибут аргентинской культуры, захотелось что-то такое традиционное, вот взял, мне очень нравится. Еще есть один момент, который тоже очень
очень странные для нас и для меня в частности. Короче, когда вы подходите в магазин, да, покупаете еду, набираете прям на неделю, ну так как я вот глава семьи, да, мне некогда в магазин бегать каждый день, я прям еду в магазин, затариваюсь там типа на неделю, на полторы продуктов. И выходит что-то больше $100 в последнее время из-за цен. Стало выходить больше $100 трат в неделю. И, короче, когда на кассе кассирша пробивает и доходит сумма до 87 тысяч песо, а это примерно $90, она, короче, просто начинает говорить, она останавливает пробивание товаров, даже если у вас осталось, и говорит: предоставьте, пожалуйста, ваш номер ДНИ. Я говорю: у меня есть только паспорт пока что, да, номер паспорта заграничного. Она говорит: сойдет, пофигу вообще. Смысл в том, что я просто подумал, а если бы у меня не было с собой там фотографии моего паспорта, я бы там, не знаю, не взял с собой телефон. Интересно, вот они бы не дали мне купить эту еду, да, то есть они бы мне не продали, то есть до 87 тысяч песо, я так понимаю, можно купить без проблем. После 87 они требуют вот этот номер. И, кстати, напишите, кто сталкивался с такой ситуацией, как в вашем случае было. Может быть, кто-то сталкивался с тем, что ему просто не получилось купить то, что он хотел купить, и оплатить наличкой, даже не картой, а вот именно наличкой. Вот, тоже такой, знаете, момент немножко, ну, ты с ним сталкиваешься и такой: зачем, для чего это, непонятно. Спортсмены. Но есть очень такие впечатляющие, классные моменты, которые очень нравятся здесь. Прямо вот хочется сказать, что они очень нравятся. Это, во-первых, здесь уже много спортсменов, людей, которые занимаются спортом. Я тоже сам утром иду на тренировку, вижу, как очень много людей бегает по утрам, ездят на велосипедах. В зал приходишь спортивный уже с 7 утра, вот он только открылся в 7 утра. Там уже куча народу, человек 15 стабильно занимается с самого открытия. Это тоже, знаете, говорит о том, что... Говорит очень о хороших чертах аргентинцев, как трудолюбивых в этом плане, в спортивном плане, да, людей, которые любят спорт, здоровый образ жизни. Как я уже говорил в одном из своих видео, курящих людей здесь вообще минимум, я абсолютно не встречал. Так что респект за это. Ну как же, друзья, без ложки дегтя в бочке меда? Инфляция. Конечно, те, кто живет в Аргентине, смотрят это видео, они прекрасно об этом знают. Но это, наверное, даже больше относится, и я хочу поделиться для тех, кто не в курсе. Но в Аргентине огромная инфляция, больше 200% за год. Цены меняются каждый день. Каждый день приходишь в магазин, цена повышается. При том, что даже если доллар понижается, да, по идее, песо должно быть ну, сильнее становиться, да, то есть и цена должна будет упасть в магазине, но нифига, она растет постоянно. Это тоже очень напрягает. За последние полгода в 4-5 раз подорожала жизнь, представляете? То есть мы там условно, чтобы вы понимали, мы платили за, там, не знаю, за кусок мяса, килограмм говядины мы платили там рублей 150-200, сейчас мы платим уже больше 1000 рублей на наши русские деньги. Это до хрена. Вообще для Аргентины это очень дорого. Но мясо, да фиг с ним, мяса много. То есть даже если оно дорожает, мяса очень много. Но вот есть то, что я не могу понять. Почему в Аргентине нету рыбы? Почему рядом сплошь океан, да, Атлантический, очень много, по идее, должно быть морепродуктов, рыбы, но здесь их вообще нету, и они не пользуются, видимо, спросом. А если даже вы можете что-то найти, то оно стоит здесь каких-то космических денег. Вот те же креветки, кальмары, лосось, да, вот то, что мы обычно любим, да, что-то там в праздники, не в праздники, просто когда-то хочется себя побаловать. Здесь вы просто этого либо не найдете, либо найдете его за какие-то космические деньги. Вот, мне тоже это непонятно. То есть, ребята, аргентинцы, напишите, почему у вас нет рыбы. И вы что, не едите рыбу? Мы вот любим рыбу. Еще, кстати, хотел вернуться, рассказать вам еще некоторые интересные моменты по поводу денег. Как я уже сказал, здесь приходится таскать много кэша. И это, ну, после того, как ты не пользовался кэшем вообще на последние там лет 5-7, это типа напрягает немного. Но мы здесь уже 8 месяцев, начали к этому привыкать. Еще в Аргентине, помимо сиесты, можно не попасть
в магазин или еще куда-либо по причине того, что очень много праздников. Я посчитал за этот месяц в Аргентине, что в районе 5-6 дней праздничных только выходит. Вот. Несколько раз был закрыт зал, несколько раз я не попал в магазин, который мне нужен был. Еще удивляет то, что здесь местные аргентинцы, они не пьют чай. Он как бы есть в магазинах, но его они вообще не пьют. А местным напитком традиционным считается мате. Это вот такой травяной отвар, достаточно необычно он заваривается, то есть такая вот обычно такой похож на кубок стакан деревянный там или металлический. Туда засыпается вот этот вот мате, да, он продается, если вы увидите в магазинах, просто стеллажи этого мате и 2-3 пачки чая, типа вот такая вот пропорция. Вот, и высыпается, и, по-моему, засыпается, заливается даже холодной водой. Вот. Пьют они его повсеместно, могут пить на улице, могут пить дома, утром, на завтраке, то есть это их основной напиток. Еще про комаров. Здесь такая тема, что комары, они необычные, да, они как бы могут переносить не очень приятное заболевание, которое называется денге. Денге – это что-то типа лихорадки, вирусное заболевание, которое прямо не очень приятное. Многие люди пишут там русскоязычные в чате, что их кошмарит просто по-страшному. Кто-то неделю вообще может лежать с температурой с высокой, кто-то быстро отходит. Есть даже случаи, да, там, если человек не очень здоровый изначально, то даже летальным исходом вот эта вот вся штука может протекать. Поэтому, да, комары переносчики денге. Меня очень много комаров кусало. Один раз даже что-то почувствовал, какая-то была со мной ненормальная ситуация. Я целый день температурил, но на следующий день как рукой сняло, просто я выздоровел. Я ничего не пил, только, по-моему, парацетамол для сбивания температуры. Вот аргентинцы, они могут прийти в магазин, да, в супермаркет, и там целый стеллаж вот этих вот средств от комаров. И там целая очередь образовывается, когда начинается вот эта эпидемия, она в определенное, видимо, время, самая активность этих комаров, и там можно даже не найти никакого средства, то есть они прям скупают, и это серьезная проблема здесь, люди с ней борются вот средствами разными. В общем, короче, комары — это не круто. Еще, кстати, удивительно то, что здесь, в Аргентине, когда мы только приехали, мы столкнулись с тем, что нужно было сразу решать проблему по поводу розеток, потому что розетки здесь очень необычные. Я вот сейчас здесь видео ставлю. Друзья, я говорил вот про вот это вот недоразумение. Посмотрите, это ж просто ужас. В нее же еще попасть надо вот это вот дерьмо. То есть ты иногда вот так вот тыкаешься и не можешь попасть. Иногда так тоже не можешь попасть. Так что это так себе идея. Меня это тоже немножко напрягает, эти розетки, потому что они, во-первых, несимметричные. То есть если ты поставишь розетку, так как у нас европейский, да, ты и этой стороной тебе как бы без разницы, то здесь обязательно нужно в определенные, вот они под углом вот эти вот штучки. Я каждый раз, когда не могу попасть в эту розетку, я всегда спрашиваю себя, для чего, кто это придумал, для чего они сделали такие, это же неудобно. Но они же видели, что европейские, да, розетки, они вот определенно. Есть американские розетки, они похожи на аргентинские, только они не под углом, а они вот параллельно. То есть ты можешь также и с одной, и с другой стороны воткнуть. Почему они так сделали, я не знаю. Опять же, ребята из Аргентины, напишите, почему именно у вас такие розетки, это же неудобно. Вот. Интересно послушать ваше мнение. Друзья, вы видите этот фонарь? Это уличный фонарь над подъездом. Я вам сейчас покажу, что связано с этим фонарем и что меня очень удивляет. Друзья, я не шутил, я вам сейчас покажу, вы офигеете. Вот эти уличные фонари, которые на улице я вам показал, да? Вот они у меня дома вместо люстр. Смотрите, и они по всей квартире у меня. То есть не в одной комнате, видите, вот тут такой же фонарь. Вот в моей комнате, где я работаю, тоже это уличный фонарь. Это реально, я не шучу, смотрите. Он такой мощный, как прожектор для улицы специально. Короче, просто по всей квартире. Вот еще один.
Вот в гостиной. Ой. Просто везде. Мне кажется, хозяин квартиры не сильно заморачивался и просто купил первое попавшееся в магазине. Ну, это как, знаете, иностранцы приезжают в Россию, там покупают матрешку, бутылку водки, что-то еще. Вот мы такие же туристы, по сути, здесь. Хотя нет, мы уже не туристы. У нас дочка аргентинка. Мы скоро получим наше ПМЖ, мы будем подаваться на паспорт, поэтому мы тоже будем полноправными аргентинцами, ничуть не хуже других. Поэтому, ну, пока в статусе, да, таких приезжих иммигрантов, у которых еще пока не готовы документы.